Знаете, раньше я, как и многие, гналась за солнцем. Мне казалось, что только на ярком свету возможна настоящая жизнь и буйство красок. Но со временем я поняла, что истинная роскошь сада рождается в тишине и прохладе тени. Теневой сад – это не дефицит света, это его особое качество. Это место, где взгляд отдыхает, а душа наполняется покоем. Сегодня я расскажу о растениях-аристократах, которые не просто терпят тень, а расцветают в ней, создавая атмосферу старинного английского поместья. Первой скрипкой моего теневого оркестра всегда выступает хоста, которую я смело называю королевой текстур и туманных оттенков. Я перестала считать ее просто зелеными листьями, когда открыла для себя сорта с голубым воском и с белой каймой. В тени ее листья становятся огромными, сочными, почти светящимися изнутри. Я обожаю, как она меняется после дождя, когда крупные капли скатываются по ее рельефным жилкам, подчеркивая мощь куста. Она идеальный сосед, ведь под ее широкими листьями земля всегда остается влажной и прохладной. Главное в уходе за ней не тревожить слишком часто. Хоста является долгожителем и может расти на одном месте 20 лет, становясь только величественнее. Размножаю я ее весной, просто отделяя острой лопатой край куста. Это растение учит нас терпению, так как своего пика она достигает лишь на 4-й год. Если хоста – это форма, то астильба приносит в сад цвет и легкость, напоминая перьевые облака. Ее метельчатые соцветия похожи на нежные перья, застрявшие в густой зелени. В моем саду она служит индикатором жизни, ведь когда на солнце все плавится от зноя, астильба в тени стоит бодрая и свежая. Я выбираю разные сорта по высоте, чтобы создать многослойность. Она очень любит попить, поэтому в засушливое лето я балую ее лишним ведром воды. У астильбы есть особенность. Ее корневище со временем начинает выпирать из земли, поэтому каждую осень я подсыпаю ей под ноги немного свежего компоста, как будто укрываю ее одеялом, и она благодарно откликается на это пышным цветением в июле. Для ценителей изящных деталей настоящим открытием станет брунера. Особенно сорт Джек Фрост, который выглядит как маленькое чудо. Ее листья выглядят так, будто по ним прошлись серебряной краской, оставив лишь тонкие зеленые прожилки. Весной она зацветает мелкими голубыми цветами, очень похожими на незабудки. Это растение работает как настоящий светлячок, ведь в самых темных углах сада ее серебристая листва служит зеркалом, отражая те крохи света, что пробиваются сквозь листву деревьев. Она удивительно неприхотлива. Я просто делю куст раз в несколько лет в конце лета. Брунера не агрессивна. Она вежливо занимает свое место, создавая аккуратное светлое пятно, которое не меркнет до самых морозов. А вот если вам нужно растение заявления, смело выбирайте роджерсию, поражающую своим архитектурным масштабом. Ее листья напоминают каштановые, но они гораздо крупнее и фактурнее. Это растение для тех, кто любит масштаб и некоторую доисторическую мощь в саду. В начале сезона ее листва имеет красивый бронзовый отлив, а затем становится насыщенно зеленой. Она выглядит настолько дорого и породисто, что к ней не нужно подсаживать ничего яркого. Ей нужно пространство и влага, так как роджерсия дама солидная и не любит тесноты. Я размножаю ее кусками корневища, и поверьте, один раз увидев ее цветение в виде огромных бежевых султанов, вы влюбитесь в нее навсегда. Конечно, ни один теневой сад невозможен без папоротников, привносящих дыхание самой древности. Мой фаворит – кочедыжник японский с его металлическим розово-серым блеском. Папоротники добавляют саду той самой дикости, но дикости благородной. Я обожаю наблюдать, как весной их хвои разворачиваются из тугих улиток, и считаю это самым медитативным моментом в году. Они не выносят застоя воды, но любят влажный воздух.
Я стараюсь не вычищать из-под них опавшую листву, потому что в природе они живут в лесной подстилке, и в саду им нужны те же условия. Размножаю я их делением куста ранней весной, когда улитки только показались из земли. Добавить красок без участия цветов нам помогают гейхеры, напоминающие палитру художника, пурпурные, карамельные, лаймовые, почти черные листья заменяют мне любые яркие летники. В тени их цвета становятся более глубокими и насыщенными, они не выгорают. Гейхера – это маленький акцент, который делает композицию законченной. Однако они имеют свойство вытягиваться, оголяя стебель. Раз в 2 или 3 года я просто пересаживаю их чуть глубже или отрезаю верхушку и переукореняю ее как черенок. Это очень просто и позволяет омолодить растения. Завершает мой список морозник, создающий настоящую зимнюю сказку. Это растение для тех, кто не хочет ждать лета. Он зацветает, когда в саду еще лежит снег, и его крупные восковые цветы стоят неделями. Его вечно зеленая жесткая листва выглядит отлично даже зимой. Для меня морозник – это символ надежды. Он не любит пересадок из-за глубоких корней, поэтому выберите ему место один раз и на всю жизнь. Семена морозника часто дают самосев, и я нахожу маленькие ростки вокруг материнского куста, что является самым простым способом расширить свою коллекцию. В конечном счете тень – это не пустота. Это возможность создать сад, который не кричит, а шепчет. Сад, в котором каждое растение – это личность с глубоким цветом и уникальной формой. Я научилась ценить эту тишину и выбирать тех, кто превращает полумрак в искусство. Надеюсь, и вы увидите в своих тенистых уголках не проблему, а чистый холст для самого красивого изумрудного сюжета. Друзья, рада, что вы досмотрели это видео до конца и надеюсь, что вам было интересно. До новых встреч!